Приветствую подписчиков моего канала. И мы продолжаем изучать концепцию Стэнли Мейера. И я сегодня в последний раз, наверное, расскажу все-таки теорию топливной ячейки Мейера. То есть, чтобы ее понимать, нужно обладать хотя бы знаниями электрика со второй группой допуска. Итак, значит, начнем с чего? Для начала нужно знать, что такое шаговое напряжение. Так. Значит, к примеру, если упал провод на землю, да, 10 киловольт, то от него идут эквипотенциальные поверхности. И если человек делает шаг, вот человек делает шаг, то разница потенциалов между эквипотенциальными поверхностями, вот это вот, дельта У, она убивает человека. То есть сердце у него останавливается. Значит, в ячейке Мейера тоже есть это шаговое напряжение. И это шаговое напряжение помогает нам разрывать молекулу воды. Значит, каким образом же она разрывает? Значит, вот есть у нас поле. Вот здесь, допустим, плюс 600 вольт. Здесь, допустим, 0. Значит, минус. И от этого электрода идут тоже эквипотенциальные поверхности. И, допустим, где-то у нас здесь вот молекула находится. Так, не тот. Допустим, здесь у нас находится молекула. И тут тоже вот так вот. И вот это вот дельта У, шаг, разрывает молекулу. То есть здесь это дельта У должно соответствовать каким-то определенным условиям. Значит, нарисуем так, чтобы было понятно. Вот эквипотенциальная поверхность. Здесь у нас атом, здесь атом, тут атом. Это у нас водород, это водород, здесь кислород. О. Вот это вот расстояние, вот, это у нас дельта N я рисовал. Вот это как раз есть шаг. Это аналог шага человека. Значит, вот это вот дельта N у молекулы между вот этим вот расстоянием, оно равно 3,2 ангстрема. Но это не важно. Нам важно, чтобы между вот этими вот эквипотенциальными поверхностями было достаточно дельта У напряжения, которое будет помогать нам разрывать эту молекулу. Так, теперь идем дальше. Значит, то, что рисовал Мейер. Мейер рисовал тоже электроды. Здесь молекулу рисовал. Здесь подается напряжение. И он рисовал вот такой вот график. Одна ступенька, вторая ступенька, третья ступенька, четвертая и пятая туда. Так, вот здесь вот так вот сделаем. Раз, два, три, четыре, пять. Но рисовать-то он нарисовал, но он здесь не указывал, что есть вот эта вот величина. Тоже дельта напряжения. И это дельта напряжения соотносится вот с этим вот. Дельта времени. То есть у нас есть две величины. Скорость нарастания заряда, напряжение, равное дельта У, деленное на дельта Т. И есть вторая величина. Шаговое напряжение. Дельта У, деленное на дельта N. То есть вот это у нас получается шаговое напряжение, а вот это у нас получается скорость изменения напряжения, скорость нарастания напряжения. Вот две величины. Теперь, значит, у всех у нас есть электросчетчики.
Там в электросчетчиках мы платим за электроэнергию. То есть электроэнергия измеряется киловатт умноженное на час. Так, это энергия. Значит, ватты чему равны? Ватты равны, значит, вольты, умноженные на ампер и умноженные на час. То есть у нас получается вольт, ампер, час. Но в системе Си это измеряется в единицах вольт, ампер, секунда. То есть вот, это и есть энергия в электротехнике, которые затрачиваются на выполнение определенной работы. Значит, вопрос, сколько нам нужно затратить энергии, чтобы разложить молекулу воды вот по этим двум ковалентным связям. Так, лучше нарисуем. Вот две ковалентные связи. Значит, в ролике за номером 62, в моем ролике номер 62, видео номер 62, я там показывал вычисления и показал, что чтобы разорвать молекулу воды вот по двум вот этим вот ковалентным связям, нам надо затратить 1 пика вольт в квадрате. То есть тут у нас еще и расстояние есть, дельта n. Вот этот 1 пиковольт в квадрате нужно затратить вот на это расстояние. На 3,2 ангстрема. Выполняя вот это вот условие, 1 пиковольт в квадрате, деленное на 3,2 ангстрема. При таких условиях у нас молекула по этим двум ковалентным связям и распадается. Теперь, значит, мы выявили это вот условие. Что у нас получается? Значит, энергия, затрачиваемая на разложение молекул воды, 1 пиковольт в квадрате, должна быть меньше или равна вот как раз нашему условию. Значит, вольт, ампер, секунда. Так, теперь, исходя из этой вот формулы, вольты это у нас напряжение, амперы это у нас сила тока, секунды это у нас время, t. Вот. Вот это 1 пиковольт. Пиковольт в квадрате. Почему в квадрате, сейчас вы узнаете. Так, значит, у нас в конденсаторе есть ток. Этот ток называется ток смещения. Ток смещения. Он равен, согласно Максвеллу, значит, току связанных зарядов плюс скорость изменения электрического поля. Но поскольку ток связанных зарядов у нас слабый, он много газа Брауна не дает, он работает на вольтаже от 2 вольт до 10 вольт. Мы можем поставить оксидную пленку, и тогда ток связанных зарядов увеличится. Но он нам дает мало газа Брауна, и поэтому мы можем им пренебречь. Тогда у нас получается вот эта формула приобретает следующий вид. Напряжение, умноженное на скорость изменения электрического поля, деленное на дельта t, умноженное на t, на время, в течение которого происходит у нас разложение молекулы воды. Теперь так, вот эту формулу мы перепишем. Умноженное
деленное на дельта Т умноженное на Т. Значит, электрическое поле это у нас есть напряжение, замеренное в двух точках. Вот. H. Нет, не H, а N. N это у нас как раз получается расстояние между электродами. А вот это напряжение это получается амплитуда, замеренная между электродами. И когда мы вот это вот подставляем вот в эту формулу, вот сюда вот, у нас получается вот такая вот вещь. Напряжение умноженное на дельта напряжение, деленное на N. Все это деленное на дельта Т, умноженное на Т. Теперь мы выставили расстояние между электродами в 1 миллиметр. То есть мы поставили его константой. Если n это константа, то она выходит за знак дельта. Тогда у нас получается напряжение умноженное единица, деленное на n, умноженное на дельта. Точнее, вот здесь будет, на дельта, умноженное на дельта напряжение, деленное на дельта Т, умноженное на Т. И тогда вот эта формула появляется вот в таком вот виде. Напряжение, деленное на N, умноженное на дельта U, деленное на дельта T, умноженное на T. Вот это у нас получается вот то, что рисовал Мейер. Вот столбики идут, да? Нарастание напряжения на электрода. Дельта U, а это дельта T. А вот это вот значение U, деленное на N, это есть у нас амплитуда целиком, вот это вот она амплитуда U. А это у нас есть N, это есть расстояние между электродами. Вот оно. N. Теперь мы будем пользоваться только вот этой вот формулой. Теперь напряжение, деленное на N на расстоянии, есть у нас электрическое поле. То есть мы обратно вернулись к электрическому полю. То есть, чтобы нам разложить молекулу воды, нам надо затратить энергию, равную или больше электрического поля, умноженное на скорость изменения напряжения и умноженное на время, в течение которого это происходит. Все. Но тут есть одна проблема. Значит, как только мы включаем электрическое поле, у нас тут же появляется поток электронов. Нам эти электроны не нужны. Для этого мы и делаем оксидирование и собираем высоковольтный контур, в котором предотвращается поток электронов. Пользоваться мы будем вот этой вот формулой. Почему? Потому что n, вот это расстояние мы выставили между электродами. В электронике мы можем менять амплитуду сигнала, вот это вот. И можем менять скорость изменения, вот это вот, дельта U деленное на дельта T. Скорость нарастания напряжения на электроде. Вот две характеристики. Вот эти две характеристики в электронике мы будем при помощи программирования в Arduino и менять. Значит, что у нас получается? Следующее. Напряжение, деленное на n, расстояние между электродами, умноженное дельта напряжение, деленное на дельта T и умноженное на T. Вот эту вот амплитуду таким образом мы можем менять. При помощи трансформатора и при помощи резонанса. Подали мы резонанс, у нас амплитуда вот этого значения, оно зависит от резонанса. То есть у нас есть вот такие вот столбики, есть огибающая волна. И чтобы подобрать резонанс, нам надо подобрать вот это вот T-период до следующей волны. Если мы правильно подберем, то у нас будет резонанс. И следующая волна тогда она будет больше.
Вот для чего нужен резонанс, чтобы поднять напряжение. Теперь вот это дельта У, как мы можем поднять? А вот за счет вот этих вот столбиков, за счет вот этой уже частоты, за счет внутренней вот этой частоты. Вот. Вот главное условие. Нам надо выполнить условие, чтобы вот это вот напряжение, два вида напряжения, они выполнили условие, при котором, значит, на одну молекулу воды должно затратиться больше, чем 1 пиковольт в квадрате. Вот напряжение умножаем на напряжение, вольт в квадрате получается. N это у нас расстояние 3,2 ангстрема. Вот это с этим сокращается. Все. Никаких других манипуляций здесь не нужны. Теперь по поводу оксидной пленки. Значит, у меня есть видеоролик, значит, за номером 15. Номер 15 у меня видеоролик. А у проектировщика есть видео часть 7. Вольтамперная характеристика. Вот эти вот два ролика. В этом видеоролике я показал, что, значит, оксидная пленка, точнее не оксидная пленка, электроды без оксидной пленки, когда они работают и подаешь напряжение, начинается просадка напряжения. То есть и я рисовал график, что вот у нас есть нарастающее напряжение. Здесь у нас напряжение, здесь у нас время. И у нас есть падение сопротивления внутри ячейки. И вот вот здесь вот от 2 начинается вольт. И вот здесь вот до 10. Вот здесь вот 10 вольт. Здесь начинается как раз вот здесь вот в этом промежутке как раз и вырабатывается газ Брауна. Он вырабатывается здесь за счет тока связанных зарядов. Тут нету изменяющегося электрического поля или изменяющегося напряжения. Поэтому, когда мы наносим оксидную пленку, мы вот эту вот точку, вот 10 вольт, в результате сдвигаем ее вправо. Она нужна. Так, теперь, что я еще не рассказал. Ну, по-моему, я все уже рассказал. Так, подведем давайте итог. Про шаговое напряжение теперь поподробнее. Значит, вот у нас есть молекула воды. Вот это вот нулевой электрод, 0 электрод. От него эквипотенциальная поверхность на расстоянии размера молекул. Теперь вот это у нас получается дельта У. Вот это у нас расстояние дельта N. То есть вот это как раз дельта У, деленное на дельта N, это и есть как раз шаговое напряжение. Теперь смотрите, ставим сюда вторую молекулу. Опять эквипотенциальная поверхность. Здесь все сохранится так же. Дельта N, дельта У. Все точно так же. То есть у нас получается что? У нас формула приобретает такой вид. Значит, дельта У, деленное на дельта Т, это скорость нарастания заряда на электроде. То, что рисовал Мейер. Да, и то, что я показал. И умноженное на вот это вот шаговое напряжение, деленное на дельта N. Вот. И когда мы ставим вторую сюда молекулу, то вот это значение что? Здесь коэффициент 2 появится. Опять рисуем эквипотенциальную поверхность, рисуем молекулу. Опять здесь то же самое, дельта У, и здесь дельта N. 3 молекулы, получается коэффициент 3. И вот это в итоге на расстоянии 1 миллиметр
у нас умещается 3 миллиона 125 тысяч молекул воды. То есть у нас получается коэффициент тогда будет здесь 3 миллиона 125 тысяч умноженное на дельта U, деленное на дельта N, вот, умноженное на дельта U, деленное на дельта T. Вот, и если вот это вот упростить, то оно как раз получится напряжение, деленное на расстояние между электродами, умноженное на скорость изменения напряжения. Все. Поэтому у нас и получается, что газ Брауна образуется и выделяется во всем объеме воды от одного электрода до другого электрода. А на этом у меня все. Всем всего хорошего. Подписывайтесь, ставьте лайки, делайте донаты. В донатах я очень нуждаюсь, потому что у меня проект выходит на большие затраты. А на этом до свидания.